Оснований для того, чтобы был дефицит лекарств, сейчас нет. Дефицит связан с тем, что потребители покупают лекарства, в том числе впрок. У нас никакой поддержки от государства нет. Есть конкуренция, но я думаю, что швейцарские компании ее совершенно не боятся. В российских аптеках небывалый дефицит лекарств. С полок пропадают антибиотики противовирусные. Но основная проблема с препаратами, которые применяются при лечении коронавируса. По данным Общероссийского народного фронта, лекарства от коронавируса фавипиравир отсутствует в 85% аптек. Еще 30% не могут обеспечить покупателей противовирусными препаратами, рекомендованными Минздравом, а самый востребованный антибиотик левофлоксацин отсутствует в 73% аптек. Главная причина – сбой в электронной системе маркировки. Дистрибьюторы не могли растаможить товары, аптеки не могли принять препараты от производителя. В начале ноября правительство упростило регистрацию лекарств, но ситуация остается напряженной. Оснований для того, чтобы был дефицит лекарств, сейчас нет. Лекарств производится достаточно, да, повышенный спрос. Поэтому, если где-то дефицит, то это безответственность местных, региональных властей, отвечающих за эту сферу, недостаточные контакты и взаимодействие с поставщиками лекарств. Дефицит медикаментов, по мнению некоторых участников рынка, вызван повышенным спросом. Напуганные люди закупают лекарства впрок. Где-то год назад первая задача была продать то, что ты произвел. А сейчас задача номер один – произвести то, что нужно. Промымед, разработчик средства против коронавируса Репливер. Препарат включен в перечень жизненно важных лекарств. Однако из-за ажиотажного спроса фармацевтическая компания не справляется с производством. Очень жаль, что у нас не хватает всего объема на обеспечение препарата для всех аптек и в коммерческий сегмент. В первую очередь у нас стоит обеспечение лечебных учреждений и департамента здравоохранения. Перебой с поставками лекарств вскрыли более серьезную проблему. Российская фармацевтическая отрасль продолжает зависеть от импорта. На фармрынке России лидируют импортные препараты. Их доля составляет около 70%, из которых только 21% лекарств производятся иностранными компаниями на территории Российской Федерации. Кроме этого, 80% российских медикаментов производятся с применением заграничных субстанций. За 3 года с 2016 по 2019 импорт субстанций вырос больше, чем в 2 раза. Научно-производственный центр «Генериум» во Владимирской области называют биотехнологической долиной. В 100 километрах от Москвы сотни ученых создают препараты будущего. Центр появился благодаря государственной программе «Фарма-2020». Согласно предварительным итогам программы «Фарма-2020», производство отечественных лекарств растет ежегодно. Например, в коммерческом сегменте в 2019 году объем продаж препаратов российского производства вырос по сравнению с 2018 на 1,2%. Эту цифру аналитики считают серьезным достижением. К успеху госпрограммы также можно добавить 50 новых фармацевтических заводов и 130 лекарств, которые были разработаны и выведены на рынок. За последние 9 лет фармпроизводители получили от государства около 25 миллиардов рублей, а совокупные инвестиции в фармацевтическую отрасль составили более 200 миллиардов рублей. Если бы не было в свое время запущена программа «Фарма-2020», наверное, фармацевтическая промышленность была бы сейчас в более плачевном состоянии, потому что ту большую работу, которую уже провело Министерство промышленности и торговли за предыдущие годы, оно, конечно, поспособствовало тому, что наша промышленность встретила данную эпидемию во всеоружие. Во время пандемии ученые Генериума первыми разработали экспресс-диагностику на выявление вируса COVID-19. Позже зарегистрировали тест-системы на антитела. А в конце октября компания начала производство вакцины «Спутник Ви». В данный аппарат вставляется мешок, полностью стерильный, готовый к работе. В данный мешок с помощью насосов подается питательная среда и подается посевная культура клеток.
В данном мешке создаются, уже в данном ферментере создаются определенные условия для наращивания клеточной биомассы. И в определенный момент данная клеточная биомасса заражается вирусом, и вирус культивируется в этой клетке, и нарабатывается, собственно говоря, сам вирус, который дальше используется для производства вакцины против коронавируса. Этот биореактор нового поколения немецкой компании Sartorius куплен институтом Гамалея. Такие аппараты используют все российские производители вакцин. Примерная стоимость ферментера – 200 тысяч евро. За последние 5 лет количество наших клиентов возросло, потому что в целом биофарма в России стала развиваться, стали появляться новые производители, новые решения, новые продукты. Главные конкуренты немецкого бренда на российском рынке – американцы. В России такая техника не производится. Технологическая отсталость отечественных фармацевтических компаний – еще одна проблема отрасли. Даже Минпромторг признает, уровень износа основных фондов фармпредприятий достигает 60%, при норме в 30%. Автоматы для этикеток и маркировки от компании «Ростек» из Сергиева Посада. Пример импортозамещения. Уникальный коллектив, собственное конструкторское бюро. Одна проблема – комплектующих для этого российского оборудования в самой России нет. И мы это почувствовали в момент эпидемии, потому что перебои с поставками начались, и нужно закупать все заранее, потому что и двигатели у нас, и фактически все комплектующие у нас идут из Европы, что-то Китай, что-то Италия. Очень мало что можно найти на российском рынке, очень мало. Когда гендиректор Ростека Екатерина Одинцова начинала свой бизнес в 2006-м, коллеги крутили у виска. Никто не верил, что в России возможно наладить безубыточное производство фармацевтического оборудования. Высокие налоги, большие пошлины на импортные запчасти, нет льготного кредитования. У нас никакой поддержки от государства нет. У нас нет ни по налогам никаких преференций, то есть у нас нет ничего. А вот крупные игроки настроены более оптимистично. Среди отечественных партнеров компании PrimeK, которая занимается созданием фармпроизводств, немало представителей российского малого и среднего бизнеса. В первую очередь это касается инженерного оборудования, обеспечивающего работу фармацевтических производств. И здесь как раз качество нашей продукции обеспечивает достаточно высокий уровень. Но опять-таки, все-таки часть комплектующих поставляется из-за границ. Владимирская компания «Владисарт» – единственный российский производитель систем фильтрации на основе мембран. Их продукция востребована лабораториями и биотехнологическими производствами. Комплектующие для производства установок в большей степени мы производим на территории России. Конечно, есть некоторые узлы, такие как насосное оборудование, которое может закупаться у европейских производителей, но основные части, узлы, такие как фильтродержатели для установок, мы производим сами. Собственное производство в России дает компании преимущество. Цены на фильтрационное оборудование у них в 2-3 раза ниже зарубежных аналогов. Казалось, именно такие заводы должны получать господдержку. Государство нам не помогает от слова практически совсем. Мощности компании позволяют делать продукцию на экспорт. И именно в этом могла бы быть помощь государства. Доля России в мировом экспорте фармацевтической продукции катастрофически мала. Последние 20 лет российские поставки – это всего лишь 0,2 от всего мирового объема. Хорошая новость в том, что экспорт с каждым годом растет. В 2019 он составил 844 миллиона долларов. Это на 6,5% больше, чем в 2018. 84,3% всего объема экспорта приходится на страны СНГ и ЕАЭС. Примечательно, что в прошлом году среди крупнейших экспортеров российских лекарств оказалась Нигерия, на которую приходится 4% общего экспорта. Одновременно растет и импорт, правда, намного быстрее. В 2019 Россия завезла фармацевтической продукции на 14 миллиардов долларов. Для Швейцарии Россия – один из главных рынков сбыта. Политика импортозамещения привела к тому, что часть швейцарских компаний локализовала производство в Российской Федерации. И пока особой конкуренции они не чувствуют. Как в любой другой открытой экономике есть конкуренция, но я думаю, что швейцарская компания
компании ее совершенно не боятся, потому что наше преимущество по-любому это всегда качество, это решение, которых ни у кого больше нет, но сейчас все больше тоже в России наращивается промышленные мощности, производственные, и там тоже востребованы технологии. И здесь мы видим как большой потенциал, который еще больше будет в будущем, чтобы швейцарские компании поделились своими технологиями. Чтобы перестать зависеть от импорта, России необходимо как минимум наладить производство фармацевтических субстанций. Это то, из чего делают лекарства. Пока же сырье для фармакологии ввозится из Китая и Индии. Из-за ограничений, связанных с пандемией, российские производители столкнулись сначала с дефицитом импортных фармсубстанций, а потом в связи с ростом курса валют выросли и цены на сырье. Фармацевтические компании оказались в невыгодном положении. Необходимо было либо повышать цены, либо снимать препараты с производства. В рамках госпрограммы «Фарма-2020» за последние 5 лет число производителей субстанций в России выросло на 80%. Но для большой страны этого явно недостаточно. Главным драйвером роста фармацевтической отрасли, по мнению всех игроков рынка, должны стать государственные инвестиции. Драйвер роста – это тот же госзаказ. У нас с 19 по 24 год в госзаказ по препаратам для борьбы с онкологией, с онкологическими заболеваниями и заболеванием сердечно-сосудистой системы более 1 триллиона рублей. Вот это тоже такой вектор, позволяющий развиваться отрасли. Новая программа «Фарма-2030» – это строительство новых заводов, обеспеченность сырьем, производство лекарств полного цикла внутри страны, а затем и увеличение доли на внешнем рынке. Согласно обновленной стратегии, к 2030 году экспорт российских препаратов должен вырасти примерно в 5 раз.